Друзья, всем большой привет, с вами Настя. И в этом видео я хочу сплести вместе с вами вот такую замечательную подставку. Данная подставка плетется очень просто. Главной сложностью ее является составление самого внутреннего каркаса из фанерки. Почему фанерка? Потому что наши столовые приборы, которые предположительно там будут храниться, они достаточно тяжелы. И для того, чтобы конструкция была устойчивая, для этого я придумала вот такой деревянный каркас, что очень легко позволяет хранить там множество предметов металлических, тяжелых и так далее. Также эта подставка может, допустим, служить вам для украшения елочных веток, да, впереди Новый год, и это тоже будет оптимальное решение. Также еще и можно включить вашу фантазию, что сделать с похожим изделием. Допустим, можно его увеличить в размерах, и тогда там будут храниться какие-нибудь даже инструменты. Ну, в общем-то, не буду долго рассказывать. Давайте уже приступать к плетению. И желаю вам приятного просмотра. Для изготовления внутренней части изделия на фанерном листе у меня фанера 6 миллиметров. Она может быть на самом деле любой. Я расчертила будущие свои заготовочки, которые далее я буду вырезать при помощи лобзика. И здесь самое главное определиться с расчетами, потому что не все так просто. Устраиваем себе небольшой мозговой штурм. Смотрите, две части заготовки у меня по 10 сантиметров в ширину и две части по 12 сантиметров. Их можно стыковать разными способами, но вы должны это схематически нарисовать, чтобы понять, какое дно по размеру вам вырезать. Потому что это очень важно. Смотрите, у меня с торца получается 10 сантиметров, которое идет ребро, оно такое останется. И я буду их стыковать с 12-сантиметровыми. То есть 12 сантиметров у меня будет внутри. По внешней части так 10 и остается. А здесь у меня идет увеличение 12 плюс 6 и 6 миллиметров. Это толщина фанеры. Она у вас может быть немножко другая, поэтому бывает фанера и в 3 миллиметра, в 6, в 8, в 10, в 12. В общем-то, принципиально нет, но вы должны понимать, да, то, что прибавляем толщину ребра и получаем 13,2 сантиметра. С одной части у меня по периметру, по другой 10 сантиметров. Вот 10 на 13 сантиметров и 2 десятых. Далее мы же с вами потом вот эту вот заготовку нашу деревянную будем использовать как форму. И мы будем степлером к нашему донышку прикреплять стойки. Все очень просто. Толщина стойки — это и есть толщина вашей трубочки. Плюс толщина трубочки, которую вы будете заводить за стойку, и толщина трубочки, которая будет перед стойкой. Ну, плюс еще, допустим, выгибаться будет плетение, да, если это двойная веревочка, то оно будет минимальное. Если это уже тройная веревочка или веревочка из 4, то выпуклость плетения будет побольше. Я сделала следующим образом. Вот у меня есть чертеж. Я от ребра на бумаге подставила 3 свои трубочки сразу, да, и прочертила линию. У меня получилось, здесь по клеточкам вам будет понятно, почти 1,5 сантиметра. Раз, два, три. Вот. Тут чуть меньше, но учитываю то, что при выплетании первого ряда у меня будет небольшая выпуклость, потому что я планирую тройной веревочкой это делать. Поэтому будет все в порядке. Располагать свои стойки я буду посередине, чтобы была возможность завести рабочую трубочку и оплести стойку спереди. Все, надеюсь, тут все понятно. А я пошла вырезать свои заготовки. Заготовки фанеры вырезаны, отшлифованы и обработаны лаком уже. Кстати, я забыла вам сказать, что дно нашего фанерного изделия 13 на 16,2 сантиметров. Мы вычисляли с вами, да,
при подстановке дополнительных трубочек. Сейчас я буду крепить между собой части фанеры, которые будут стоять вертикально. Для этого мне понадобится клей полимерный, который я использую для наращивания трубочек. И здесь все очень просто. Я по самому краю каждой фанерки наношу тонким слоем этот клей. Он контактный, слишком много его наносить не стоит по той причине, что он при соединении фанерочек между собой разойдется. Вот если такое случится, можно будет сразу клей этот вытереть, чтобы он не засох и не оставил нам некрасивые капли, в общем, белесого цвета. Так, клей этот высыхает не так уж и мгновенно. Сразу наношу на двух сторонах. С одной стороны. Напоминаю, что сейчас у меня фанерка на 10 сантиметров шириной. Кстати, как вы поняли, наверное, что высота всех деталей равняется 15 сантиметров. Ширину и высоту вы можете установить свою. Да, возможно, изделие будет не подставкой, а каким-нибудь, не знаю, органайзером или еще чем-нибудь. Вот еще также нам понадобится малярный скотч. Он у меня вот здесь. Сейчас я нанесу сразу на две заготовки клей. Еще фанерки бывают разные. Одна сторона может отличаться другой. Выбираем лучшую сторону и отправляем ее на внутреннюю часть, да, для того, чтобы все эстетично и красиво смотрелось. Потому что внешнюю часть фанерки мы будем оплетать. То есть ее видно в любом случае не будет. Вот все эти неприглядности мы закроем. Все, клей я разнесла. Выкладываю. Теперь мне нужен малярный скотч. Так, секунду. Отрываю сразу пару кусочков. Мне их 4 понадобится. В общем, мне нужно сейчас заготовки будет между собой склеить и как-то установить. В общем, я беру сначала одну. Таким образом выкладываю. Вот здесь и вот здесь у меня нанесен клей. Так. И аккуратно выставляю по периметру. Здесь выставила. Давайте я разверну, чтобы вам видно было. Развернула, прижала. Так, съезжает. Не очень удобно на камеру все это делать. Я пытаюсь вам показать всего лишь техническую часть. Надеюсь, вам все видно. Вот. Так. Нужно приподнять как-то, скотчем все зафиксировать. В общем, сейчас попытаюсь это сделать. Это самое страшное в данном МК — соорудить конструкцию из наших деревянных дощечек. Так, беру вторую фанерку и выставляю. Также креплю. Не нужно соединять каркас при помощи гвоздиков, саморезов и так далее. Поверьте, что клей очень хорошо зафиксирует наши детали. А когда мы все это оплетем, тоже будет четко все зафиксировано. Дополнительно можно будет еще пройтись вот в этих углах лаком акриловым. Он тоже имеет такие закрепляющие свойства, склеивающие, простите. Так. И последнюю деталь подставляю. Здесь самое главное сделать четкие замеры и все аккуратно вырезать ровно. Вот. Чтобы совпадало все миллиметр в миллиметр.
И также аккуратненько все склеиваю с одной и с другой стороны. Все произошло на ваших глазах. Ничего страшного здесь нет. Аккуратненько разворачиваю и показываю, что получилось. Где-то нужно зафиксировать, все поддавить, чтобы клей прижался. Оставляем это нашу деталь подсыхать. И смотрите, я ее сразу установила на плоскости, да, которой мы сейчас будем, ну я буду, и вы тоже, если будете повторять за мной данное изделие. При помощи степлера я закреплю нужное количество стоек. Как подробный мастер-класс, да, видео, как я креплю стойки при помощи степлера, оставлю ссылку в описании. Сейчас я вам это показывать не буду. В общем, стойки у меня будут одинарные. И не забывайте, что мы не около края наши стойки должны крепить, а отцентровать их. Да, у нас получается от края до деревянной конструкции 1,5 сантиметра с каждой стороны. В общем, мы где-то по серединке должны наши стойки закрепить. Увидимся совсем скоро. Стойки я закрепила. И вот как это выглядит. У меня получилось в общей сложности 18 одинарных стоек. Если у вас изделие будет крупное, можно сделать стойки двойные. Но это не принципиально, потому что обычно стойки делают двойные или тройные для того, чтобы изделие было более прочное, да, то есть каркас более устойчивый. У нас же будет просто оплетаться фанерное изделие, поэтому в этом смысла нет. Далее, что я делаю? Беру каждую стойку, отгибаю ее. Отгибаю ее вертикально, четко, немножко вправо и прям слегка-слегка на себя. И пальчиком придавливаю. Стойки у меня влажные, из пакета. То есть они не сухие. Если они будут у вас сухие, то вполне возможно вот эта манипуляция даст трещины у основания. Поэтому есть резон их увлажнить. Все. Для чего я это делаю? Чтобы стойки выровнять. Они, видите, пытаются, норовят встать ровно. Кстати, расстояние между стойками у меня по разметке получилось ровно в 3 сантиметра. У вас, возможно, будет другое расстояние. Это не принципиально. Так, в общем, делаем все четко и аккуратно. Стойки отогнула и сейчас подставляю вовнутрь нашу деревянную конструкцию. Не обязательно ее крепить, и я делать этого не буду, потому что сейчас я начну проплетать первые ряды моего изделия, и вот этими первыми рядами, ну и соответственно последующими, мы четко зафиксируем вот эту вот карабулечку. Первый ряд своего изделия я буду выплетать тройной веревочкой. Для этого 3 рабочие трубочки заведу за любые 3 стойки. В любом месте завожу следующим образом, чтобы конец рабочей трубочки упирался в предыдущую стойку. Ну, как бы таким образом делаю небольшой упор для небольшой фиксации. Уложила. Затем за вторую стойку справа налево двигаюсь. И за третью. Можно здесь немножко ее прижать. Так. Что-нибудь здесь сейчас придумаю. Вот так. Клоню. Вот 3 рабочие трубочки заведены за первоначальные стойки. Я их там прижала. И начинаю приступать к плетанию тройной веревочки. Все знают, да? Левую крайнюю рабочую трубочку беру. Слегка ее прогибаю, довожу через 2 за третью свободную стойку. Она у меня получается угловая. Вот. Угловую стоечку я фиксирую, держу четко, ровно. Можно уклонить немножко на себя, но не вовнутрь. Так, беру левую крайнюю рабочую трубочку, ею огибаю угловую стойку. Через нее за следующую свободную.
завела. И сразу смотрю, хватает ли длины моей рабочей трубочки до следующей стойки. Через 2 за 3. Да, хватает. И поступаю также опять левую крайнюю рабочую трубочку. Так, это у меня карандаш. Ладно, я потом его сотру стирательной резинкой. Не обращайте внимания. Через 2 за 3. Через 2 за 3. Сразу подгибаю в местах наращивания. То есть получается, провожу через 2 стойки, как бы за 3, и перед стойкой делаю подгиб. На месте, до места сгиба, делаю аккуратно срез под уголком. И беру заранее подготовленные рабочие трубочки. Они уже, кончики у трубочек у меня подрезаны, прокапаны обязательно клеем. Клей использую полимерный для наращивания. Так, ну и продолжаю плести. Нарастила трубочки, продолжаю через 2 стойки за 3. Тут уже, кто знает, да, не ошибетесь, за каждый раз берем левую крайнюю трубочку и за следующую свободную стойку ее заводим. Стойки, конечно, ведут себя, мама дорогая, вообще безобразно, я бы так сказала. Все поправляем сразу, прижимаем. Фиксируем опять угловую стоечку. Четко удерживаем ее, разворачиваем изделие и продолжаем плести. Так. Фиксирую угловую стойку, обвожу ее, рабочую до следующей, подгибаю, аккуратненько срезаю и наращиваю. Так, и также с 3-й рабочей трубочкой поступаю. Смотрите, когда вы делаете срез, да, он может получиться не таким острым. Обычно я срез делаю на себя, не вниз. Вот, но в данном случае получается мне удобнее сделать срез вниз. И когда я начинаю прокручивать, наращивать трубочку, да, у меня она не до конца доходит. Вот видите, что получается. Но это не страшно. Место наращивания у нас сейчас видно не будет. Оно останется закрытой стенкой изделия изнутри. Главное, чтобы произвести его за стойкой, сделать неприметным. И еще, обычно вы стараетесь трубочку довести до упора, и если вы будете делать сильное давление, то тогда у вас вот в этом месте будут разрывы трубочки, которые вы наращиваете, поэтому не стоит по этому поводу беспокоиться. Оставляем все как есть. Вот. И плетем дальше. Так, через 2 стойку левую крайнюю рабочую трубочку проводим и заводим за 3-ю свободную стойку. Укладываем, уложили. И вновь угловая последняя. Практически подошли к началу плетения. Так. Обвожу. Завожу. Завела. Вот они наши 1, 2, 3 первоначальные стойки. И нам обязательно нужно закрыть ряд тройной веревочки. Для этого я рабочую трубочку, крайнюю правую теперь, провожу перед 2 стойками за 3-ю. Опять левую, правую крайнюю свободную перед 2, 1, 2, за 3-ю. И последнюю перед 2, получается угловая, следующая и за 3-ю. И вот у нас должно совпасть 1, 2,
3 хвостика наверх смотрят первоначальные стойки, и они 1, 2, 3 хвостика смотрят снизу. Данные хвостики сейчас я трогать не буду. Единственное, что немножко плетение свое первого ряда подтяну, пока есть такая возможность, уложу. То есть, видите, оно здесь все прижато плотно к дну, да, к фанерке, а здесь как бы приподнято все. И нам нужно обязательно все это сейчас опустить, выровнять. Помогаю себе деревянной палочкой. Нарастила рабочие трубочки сразу за стойками. И сейчас начну выплетать второй ряд. Вторым рядом плетения я зафиксирую более четко свои стойки и буду прижимать первый ряд плетения. И сразу хочу вам сказать, что я тут немножко расстроена. Показываю. Вот видите, у меня здесь очень свободно внутренняя часть изделия. Фанерка моя. Короб получается фанерный, который как бы форма, но не форма. Вот. Очень большой зазор остается. Вот я, видите, его прижала. И тут такое достаточно приличное место остается. Даже если я выровняю, да, то слева и справа еще по целой трубочке мои рабочие поместятся. В общем-то, вывод какой можно из этого сделать? Что 1,5 сантиметра отступать от формы для вырезания фанерного дна было ошибкой. Нужно было сделать это расстояние меньше. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что сантиметр всего-навсего нужно было отступать. Не 1,5, как я сделала. В общем, учитывайте этот опыт. Я не буду ничего переделывать, заново снимать МК, вырезать, перерезать. В общем-то, здесь можно выйти из положения следующим образом. При выплетании второго ряда я всего лишь навсего стойки свои буду плотнее прижимать, получается, как бы к форме изделия, да, к фанерной части. И все. У меня здесь получится небольшой такой прижим моих стоек. Ну да ничего страшного. В общем, без вас проплела еще 2 ряда тройной веревочкой. Ну и, соответственно, также закрыла его. И показываю, что получилось. В общем, я что-то подрастроилась. Думаю, что получится. А получается очень даже так, и я хочу сказать, неплохо. Такой наклон красивый. И очень даже можно плести дальше. Так, по периметру показываю, какая ситуация. Сейчас нужно аккуратно подрезать хвостики, потому что, видите, они изгибают наши ряды плетения. Немножко отодвигаю и подрезаю. Прячу этот хвостик вовнутрь, получается. 1, 2 и 3. 1, 2. Отодвигаю на себя и ближе к плетению подрезаю. Так, мне нужна моя палочка. Сейчас я вовнутрь все убираю. И теперь начинаю эти рядки прижимать плотнее, чтобы по всему периметру ситуация была одинаковой с первым рядом. Ну, как здесь. Так, все сильно прижала. Теперь смотрите, у меня получается выходит 3 рабочие трубочки. Мне сейчас я планирую перейти на плетение двойной веревочки, 1 ряд, и затем уже на узор ситец. Проплету основную часть узором ситец и затем снова перейду на двойную веревочку, и 3 ряда получается у меня. 2 ряда будет тройной веревочкой и загибка, имитация тройной веревочки. В общем, как-то так. Вот. Но сейчас мне нужно одну рабочую трубочку припрятать, что я и сделаю. Беру крайнюю правую рабочую трубочку из застойки, которой кончик торчит, я его разминаю, сплющиваю,
вынимаю, и мне нужно его провести сквозь плетение. Вот он показался. Подхватила. Вытягиваю. Вытянула. Подтянула. Подтянула. И можно сразу подрезать вдоль плетения. Прижала. Все, у меня осталось 2 рабочие трубочки, которыми я продолжу свое плетение. Первоначальные стойки. 1, 2. Двойная веревочка. Через одну стойку за следующую плетется. Самые азы. И продолжаю плотненько прижимать своим плетением стойки к коробу фанерному. Так. Здесь нужно будет произвести наращивание. Излишки клея сразу убираю. Раз. Все. В общем, получается, давайте как итог. Мне нужно было отступить не 1,5 сантиметра для вырезания фанерного дна, а всего лишь по сантиметру с каждой стороны. И я вспомнила, что да, когда я плету свои короба, то если моя форма, допустим, 27 на 37 сантиметров, то дно фанерное я вырезаю 29 на 39 сантиметров. То есть сама себя не проконтролировала, как-то сделала все по-научному, вам показываю, что трубочки подставила. В принципе, по идее, так оно и должно было произойти, но что-то пошло не так. В любом случае, что-то из этого получилось, да, такой эксперимент некий. Если вы видите, то у нас вот сейчас под наклоном идет плетение. Ну, как бы тоже в этом есть какой-то шарм. Возможно, в какой-то ситуации это кому-то пригодится. В общем, Настя плетет, а вы, если хотите, повторяйте, хотите, не повторяйте. Что получается, то получается. Так. Все научные достижения всегда открытие происходит по случайности. Из-за какой-нибудь досадной ошибки. Почему бы и нет? Так, я сейчас уже зафиксировала, получается, вот эту внутреннюю часть. И сейчас я закрою ряд. Дошла до первоначальных стоек. Вот моя первая, вторая первоначальная стойка. Беру крайнюю правую рабочую трубочку, через одну за следующую завела, через одну за следующую. То есть у моей рабочие трубочки вновь выглядывают из-за первоначальных стоек. И сейчас я сразу вот этот малярный скотч уже могу убрать. Далее я начну плести основные ряды, как и говорила, узором ситец. Ситец плетется на четном количестве стоек, четным количеством рабочих трубочек. У меня количество стоек четное, поэтому и все нормально. То есть 2 рабочие трубочки — это четное число. Ситец плетется через стойку, перед стойкой за следующую, через одну за другую. Здесь я сразу произведу наращивание. Я не делаю срезы сейчас на себя, потому что нет в этом смысла. Все моменты наращивания находятся в невидимом месте, поэтому могу себе это позволить. Обычно я для аккуратности срезы делаю на себя. И обязательно, в общем-то, сплющиваю, делаю кармашек. Но сегодня я этого делать не буду. Все. Крайнюю правую беру трубочку, сначала первую проплетаю через одну за следующую, через одну за следующую. И то же самое
вдогонку делаю второй. Вот на угловых стоечках, как вы заметили, да, я немножко ноготочком, давайте я вам покажу поближе, немножко ноготочком проминаю внутреннюю часть трубочки, которая огибает именно угловую стойку. Таким образом я избегаю растрескивания, ну, мало ли какая ситуация, да, и более плавно тогда трубочка облегает эту угловую стоечку. Так, фиксирую стойку, трубочку рабочую и аккуратно завожу. Натяжение, следим за натяжением. Ситец очень сильно стягивает плетение, поэтому нужно постоянно контролировать стойки, чтобы они у вас не зажимались, чтобы не ходили никуда. И, в общем-то, когда вы затягиваете плетение, то где-то, возможно, будет ну, некрасиво это смотреться. Следите за этим. Просто довела перед стойкой, сделала подгибчик, завела. Все, я не тяну, не нажимаю никуда, выравниваю стоечки. Опять довела, здесь уже будет момент наращивания опять. Вот моя угловая стойка, я ее в этом месте буквально ноготочком раз, два, три облегла, завела. Все. И ситец поплотнее выкладываем. У меня ситец все время получается воздушный, поэтому нужно мне заследить за тем, чтобы он четко прижимал один ряд над другим. Надеюсь, что получится красота. Кстати, я вот сейчас основную часть, да, проплетаю узором ситец, и мне обязательно нужно взять какую-либо линеечку и замерить, какое количество сантиметров у меня выходит при сочетании раз, два, три тройной веревочки 3 рядов и одной веревочки двойной. В общем-то, чтобы мне оставить это количество сантиметров сверху для плетения и окончания его. Вот до этого где-то места я буду повторять плетение узором ситец, ничего нового происходить не будет, поэтому увидимся с вами в следующую секунду. Ну а я пока поплету без вас. С вашего позволения, не забывайте контролировать стойки, чтобы они равномерно между собой находились. Я закончила плетение узором ситец. Мои 2 рабочие трубочки выходят из-за первоначальных стоек. Кстати, я забыла сказать, что при выплетании ситца переходы делать не требуется. Они совпадают. Вот эти рабочие трубочки все время выходят из-за первоначальных стоек. Я также взяла рулетку, замерила последние, первые 3 ряда тройной веревочки и плюс двойной веревочки. У меня получилось 3 сантиметра. В общем-то, здесь ровно тоже 3 сантиметра осталось проплести. Обязательно промерила по всему периметру ровность плетения. У меня она получилась 12,5 сантиметров. Сейчас я перейду на двойную и потом уже на тройную веревочку. Возвращаю рабочие трубочки за стойки первоначальные. И переход у нас получился от узора ситец на двойную веревочку. Все то же самое. И аккуратно проплетаю. Подошла к первоначальным стойкам, закрываю ряд. Беру вот моя раз, два первоначальные стойки, крайнюю правую завожу за вторую и крайнюю левую за первую. Все, закрыли плетение двойной веревочки. Теперь мне нужно подставить дополнительную рабочую трубочку для перехода на тройную веревочку. Для этого я мягкую часть трубочки сплющиваю, немножко подрезаю, промазываю прям капелькой клея и подставляю за стойкой. Прям за стойку ввожу в плетение. Если у меня это плохо получается, то я беру палочку, расширяю там пространство прям за стойкой и аккуратно ввожу трубочку, чтобы ее не было видно. Желательно сделать так. Все, жду буквально пару-тройку секунд.
и приступаю к выплетанию тройной веревочки. Все то же самое. Левую крайнюю рабочую трубочку беру, провожу перед двумя стойками за третью. Левую крайнюю рабочую трубочку беру перед двумя за третью. И так далее. Наращиваю трубочки. Встретимся в начале плетения. Подошла к первоначальным 3 стойкам. 1, 2, 3. Доплетаю и снова закрываю ряд. Крайний правый. Теперь через 2 за третью. Через 1, 2, 2 за третью. Через 1, 2, 2 за третью. Закрыли плетение ряда тройной веревочки. Поправляем этот ряд, чтобы все ровно было визуально. И вновь ухожу на плетение тройной веревочки и еще одного ряда. Доплетаю второй ряд. Так, смотрите, подошли вновь к началу плетения. И теперь нам нужно его совсем закрыть. То есть дальше я буду делать загибку при помощи подстановки новых рабочих трубочек слева от имеющихся. Вот эти, которые сейчас у меня, они уже короткие. И я их буду срезать. По идее, мы закрывали ряд, добрали крайнюю правую рабочую трубочку через 2 за третью. Сейчас я сделаю все как по рисунку. Дальше как будто плету. Завожу за стойку, опускаю немножко вниз. Потом беру вторую, завожу за стойку. Не завожу, подгибаю перед стойкой, разминаю, завожу теперь за стойку и протаскиваю сквозь плетение. Давайте я приближу немножко, чтобы вам было видно. Вот так, аккуратненько, аккуратненько подтянула. Не сильно, слегка подтянула. И теперь с третьей трубочкой рабочей точно так же подступаю. Довела до стойки, перед ней подогнула, промяла, завела за стойку и завожу сквозь плетение. Помогаю себе. Подхватила, подтянула. Так, теперь мне, видите, здесь вот волна получилась. Нужно все аккуратно выправить. То есть мне сейчас нужно будет сделать загибку. Я примерно понимаю, какая у меня будет толщина последнего ряда, именно загибки. Вот примерно как тройная веревочка. То есть я, видите, немножко приподнимаю, выравниваю плетение. В общем, делаю это по всему периметру. Обязательно. И здесь сейчас можно подтянуть немножко рабочие трубочки. Хвостики я пока не убираю. Я их вот таким образом подрежу. Потом, после того, как сделаю загибку, буду их убирать. Обязательно вам покажу, как я это делаю, конечно же. Все. Теперь я все выровняла. И мне необходимо срезать все свои короткие стойки по периметру. В этот раз я не стала останавливаться подробно на загибке. Делала ее уже много раз в многочисленных мастер-классах по уплетанию коробов. Также есть у меня отдельное видео именно по этой загибке. Я называю ее универсальной. Она моя любимая. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Ну что, друзья, на этом мой мастер-класс по выплетанию подставки подошел к концу. Я надеюсь, что вы почерпнули для себя нужную информацию. Я, в принципе, показала технические моменты, как сплести данное изделие. Учитывайте обязательно все мои ошибки, недочеты. Не совершайте их при выплетании ваших изделий. Пускай ваши изделия всегда будут ровными, красивыми, аккуратными и легкие
в просчетах, что очень важно в нашей работе предварительные расчеты. И не всегда, конечно, то, что мы задумываем, воплощается в жизнь, но учиться на ошибках других всегда проще. Поэтому я благодарна вам за просмотр. Спасибо, что были со мной. Пишите ваши комментарии. Буду рада вашим лайкам и надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока.